Друзья, всем привет! У нас новый выпуск «А что если?». Напомню, что это проект for fun. Это добрый, позитивный проект, немножко комедийный. А что если этот человек обратится к пластическому хирургу? Выбираем известного человека, гуглим его имя, фамилию, и эти фотографии мы будем обрабатывать, ретушировать и моделировать его будущие изменения. А что если Дмитрий Гордон сделает себе пластическую операцию? Как он может выглядеть благодаря современным методам пластической хирургии и косметологии? Правильным методом. Я хочу сказать, что Дмитрий Ильич выглядит прекрасно. По фотографиям в интернете с уверенностью могу сказать, что не обращался к услугам клиник пластической хирургии. И сейчас мы вот по тем запросам, которые видим в интернете, смоделируем результат возможной пластики век, блефаропластики. Вот сейчас я моделирую нижнюю блефаропластику. Благодаря этой операции мы убираем жировые пакеты в нижних веках. Иногда мы их убираем, иногда перемещаем, сохраняем. В данном случае можно часть удалить, а часть сохранить. То есть, как правило, с возрастом у нас вот этот жир падает вниз, и с ним перемещается, падает носогубная складка, а жир именно под глазами более выражен и создает вот такие вот мешки под глазами. Итак, вот сейчас мы убрали, переместили мешки, жировые пакеты в нижних веках. Вот уже вы можете сравнить возможный результат до и после. Как выглядит Дмитрий Ильич с жировыми пакетами и без жировых пакетов нижних век. А сейчас мы смоделируем результат возможной верхней блефаропластики. У нас есть излишний кусок кожи над верхним веком. То есть верхнее веко по своему размеру стало больше, более вытянутым. И видите, создает такую как штору над глазами. Кстати, что интересно, как правило, у людей, у которых вот верхнее веко нависает, у них брови выше. Почему? Потому что они, сами того не ведая, приподнимают брови для того, чтобы там лучше видеть и чтобы взгляд был более открытым. А когда мы выполняем блефаропластику, то после блефаропластики в реальности брови расслабляются, взгляд более спокойный. Когда сравниваешь там видео до и после операции, такое ощущение, как будто человеку ботокс укололи в лоб, и брови даже немного опускаются, и они не настолько приподняты. То есть в данном случае нужно удалить излишек кожи, и также удаляются жировые пакеты верхнего века, которые создают отечность. Как правило, эта отечность видна с утра. То есть девушки видят отеки под глазами, стараются использовать патчи, еще какие-то методы, но это как бы камуфлирование эффекта, это не борьба с причиной появления отеков. Удаляет тот самый жир, вы избавляетесь от этих отеков. То есть проще сделать один раз операцию на глазах, и вы экономите на патчах и на других средствах каждое утро. Так, сейчас мы смоделируем блефаропластику у Дмитрия. То есть мы видим вот край глаза. Здесь важно повторить форму верхнего века. Кстати, иногда людям кажется, что блефаропластика меняет форму глаза. Форму глаза вы изменить не можете. Разрез, да, он может измениться в зависимости от того, как вы перемещаете кожу. Вот уже виден эффект, насколько глаза становятся более открытыми, но здесь не смоделировано еще верхнее веко. То есть оно не подтянуто, нет той самой складки. Сейчас мы сделаем складку, и вы увидите, как может выглядеть мужчина с данной формой век после блефаропластики. Итак, в заключение мы видим с вами, как может измениться взгляд человека с подобной формой глаз. Также вы видите, насколько омолаживает
лицо данной операции. Вообще блефаропластика, мне кажется, вот номер один по омолаживающему эффекту. На втором месте зачастую ринопластика. То есть вот ринопластика тоже делает лицо моложе. Когда нос не опущен вниз, когда он там прямой или чуть-чуть кабельку вздернутый, это всегда омолаживает. Такие лица всегда выглядят моложе. Присмотритесь, и вы заметите этот факт. Напишите в комментариях, нужно ли это делать, например, Дмитрию Гордону. Нужно ли ему меняться, обращаться к пластическому хирургу и делать пластику глаз. А также пишите, кого вы хотите увидеть в следующих выпусках, кого вы хотите, чтобы мы изменили и обсудили. Всем спасибо.